Заварила детям вот такой грудной сбор. Начали подкашливать. Это обязательно должно присутствовать в домашней аптечке, если есть дети дома. Если вдруг какие-то первые признаки кашля, простуды, вот такой сбор можно заваривать сразу. С 9 месяцев можно детям. Ну и, конечно, можно взрослым, если все заболели. Здесь состав такой, что будет эффективно и детям, и взрослым, естественно. Просто взрослым нужно делать более концентрированный настой. Лист мати-мачехи, медуницы, подорожника, эвкалипта, трава череды, хвоя и почки сосны, цветы липы, цветы ромашки, семена фенхеля, семена аниса и корни алтея в составе. Вот такая смесь. Вот так выглядит. Маленькой я налью бутылочку в детскую. Подожду, пока остынет немного. Старшему налью в обычный стакан. Ну, чай уже не очень у меня горячий, поэтому можно пить. Немножко им добавлю меда с прополисом. Так, другую ложечку возьмем. Бутылочку добавим. Все. Волшебный эликсир от кашля готов. Осталось поймать детей, особенно те, которые уже бегают, и чтобы все выпили. Ну вот так, 5-летний у меня сын, по полстакана, ну 3-4 раза в день смело можно пить. А грудничкам, ну вот нам 7 месяцев, дать просто бутылочки, сколько выпьет. Они ж много-то не пьют. Поэтому ограничения здесь никакого делать не нужно. Вот налить так чуть-чуть и давать в течение дня, пускай пьет. Будьте здоровы, чтобы ваши детки не болели. А если вдруг что, вот травы сразу заваривайте, чтобы болезнь не приняла такой обширный оборот. Будь здорова!